Здравствуйте, дорогие слушатели! Прямо сейчас уделите секунду тому, чтобы поставить лайк и простимулировать выход новых серий. Спасибо! Итак, сегодня мой короткий рассказ посвящен удивительным способностям кастратов, благодаря которым искусство пения испытало невероятный взлет. Современное академическое пение очень отличается от пения эпохи кастратов наполнением звука, способом забора дыхания и формой открытия рта, требуемой степенью артистичности. Эти технические нюансы служат конечной цели – созданию художественного произведения. Потому можно говорить о том, что отличаются и эстетические каноны вокала двух эпох. Тем не менее, если бы в истории пения не было позорной страницы с певцами-кастратами, современное вокальное искусство и опера, обязанные этим несчастным очень многим, могли бы ныне больше не существовать. Эпоху кастратов можно назвать золотым веком пения. Именно в это время вокальное искусство стремительно развивается и достигает необыкновенных высот техники и выразительности. Этому способствуют необычные организмы кастратов, сделавшие их подлинными вокальными машинами. По ряду причин этого мы, конечно, не слышим в записях последнего и единственного попавшего на пленку кастрата Алессандро Морески. Кстати, ссылку на него я оставлю внизу. Но мы можем реконструировать хотя бы отчасти профессиональный облик этих певцов по нотным текстам, созданных для них арий, и воспоминаниям очевидцев. Вокальными машинами кастраты становились в первую очередь благодаря системе дыхания и резонаторов, по-мужски мощных. Эти две части голосового аппарата обеспечивали звуку силу, полетность и яркость. В биографии Фаринелли, например, есть факт его соревнования с трубой, весьма звонким инструментом. И то, что Фаринелли вышел из этой битвы победителем, говорит само за себя. Мужские мощные легкие позволяли также долго не обновлять дыхание, исполнять длительные фиоритурные пассажи, не разрывая музыкальную фразу. Хотя, конечно, это умение дополнялось тщательнейшими тренировками в искусстве экономного расходования певческого дыхания и его грамотного распределения. Третья часть голосового аппарата, непосредственно гортань с голосовыми связками, развивалась по женскому типу. Голос сохранял свою высоту после полового созревания, но обрастал, как у взрослого, дополнительными обертонами, что делало тембр более красочным и насыщенным, нежели детский. По записям Морески можно сделать вывод, что голоса кастратов звучали как женские, однако некоторые современники отмечали, что они более резкие и сухие. В любом случае, они отличались разнообразием оттенков, и педагоги староитальянской школы пения настаивали, что эту сторону мастерства необходимо развивать, добиваясь того, чтобы голос звучал светло и темно, тепло и холодно, сухо и мягко и тому подобное. Женский тип развития гортани и связок певцов-кастратов придавал голосу гибкость и способность справляться с мелкой техникой, всеми типами мелизмов и колоратур. Весь ассортимент технических сложностей родился фактически в ту эпоху. Кастратам мы обязаны появлением трелей, филировки звука, резким сопоставлением регистров звучания и многому другому. Разнообразие приемов, штрихов, украшений, а также искушение продемонстрировать весь спектр возможностей голоса были столь велики, что возникла ария да капо, форму которой можно условно обозначить как А-Б-А1, где А1 являлась сильно варьированным повтором А. В этой заключительной части, отданной на растерзание исполнителям, от авторского текста порой не оставалось и следа, так как певцы навешивали едва ли не на каждую ноту грозди украшений от себя. В самом конце арии, в специальном месте, где оркестр останавливал игру, вокалист вставлял пространное импровизационное украшение – каденцию, которая вполне могла длиться минуту-две.
Но несмотря на то, что впоследствии очень многие современники стали осуждать практику чрезмерного украшательства, характерного для вокального искусства кастратов, умение орнаментировать мелодию и сочинять каденции являлось для них обязательным. Отсутствие такого навыка, работа по колоратурам и мелизмам, написанным для певца кем-то другим, например, педагогом или композитором, вызывало насмешки и осуждение. А пение без украшений вообще имело мало смысла. Славились кастраты и искусством работы со словом. Каждая буква должна была быть отчетливо произнесена, а текст разборчив. Но идеальная дикция и артикуляция служили высшей цели – передаче смысла и чувства. Здесь как раз требовалось владение оттенками окраски тембра. В результате одно и то же слово певец мог пропеть со множеством различных интонаций, в зависимости от контекста и желания исполнителя выразить то или иное настроение. Слабым местом искусства кастратов являлось актерское мастерство и пластика. Оперу эпохи их расцвета XVII-XVIII веков осуждают за схематичность и примитивность этой стороны сценического искусства. Поистине каноническая картинка. Кастрат выходит на хорошо освещенное место сцены, принимает свою самую красивую позу и в течение 6-8 минут, стандартное время для арии, совершенно не порываясь проявить хотя бы долю актерского мастерства, распевает об одном состоянии – любви, разочаровании, жажде мести, желании умереть. Но это осуждение отрицает эстетические представления той эпохи, в которой главным было упоение красотой звучания человеческого голоса, достигшего пределов совершенства. Совершенства, утраченного нашим временем. Кстати, с этой серии я начну иллюстрировать свои рассказы небольшими вокальными вставками, ведь это очень странно – рассказывать о вокале и не петь. Прямо сейчас одна такая вставка. На сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это показывает, что вам действительно интересно и вы ждете выход новых эпизодов. До новых встреч!